Я довольно тепло отношусь к супергеройке. Мне нравятся фильмы, сериалы и игры по комиксам. Но наибольшее впечатление у меня вызвали фильмы Джеймса Ганна о Стражах Галактики. Не так давно я переигрывал в тайтл 21 года и поймал себя на мысли, что мне хочется рассказать об уникальности данной команды именно той версии, которую показал нам Ганн. Его видение сделало эту команду для меня особенной, включая весь связанный с ним контент. Фильмы и новые игры основаны на комиксах 2007-2008 годов, где появилась вторая команда Стражей. Да, именно вторая. Первая команда появилась еще в далеком 1969 году, а собственную серию получила в 90-х. Но та команда не имела ничего общего с образами той, которую мы знаем. Однако комиксы по Стражам мне показались не такими интересными, как их киноадаптация. Режиссеру удалось не просто перенести персонажей на экран, а полностью переосмыслить их. В этом ролике я разберу, чем же Стражи отличаются от других супергеройских команд. Я выделил 5 ключевых пунктов, почти все из них появились в Стражах благодаря Ганну, а затем перекочевали в игры 2017 и 2021 года. В ролике могут использоваться кадры спойлерных моментов к фильмам и играм. Одно из главных отличий Стражей от других команд в кинокомиксах – это уникальная групповая динамика. Чтобы это понять, обратимся к модели групповой динамики, которую предложил американский психолог Брюс Такман в 1965 году. Он выделил 4 стадии формирования команды. Это форминг, знакомство и поиск общих целей, шторминг, конфликты, борьба за лидерство, недоверие, норминг, принятие правил, снижение конфликтов и рост доверия, перформинг, максимальная эффективность и командная слаженность. Позже была добавлена 5-я стадия, аджорнинг – это завершение, подведение итогов и переосмысление команды. В классических супергеройских историях, вроде «Мстителей», команды стремительно проходят первые 3 этапа, и зритель, оставшийся 80% экранного времени, уже наблюдает сложившуюся команду. Но Стражи ломают этот шаблон. Основное экранное игровое время они находятся на стадии шторминга, то есть конфликтов, обид, недоверия и постоянных терок. Такое смещение акцента позволило Ганну выдвинуть на первый план межличностные отношения в команде. Персонажи постоянно ссорятся, шутят друг над другом, спорят из-за мелочей. Порой даже в некоторых серьезных и опасных моментах в фильмах и играх герои акцентируют больше внимания на срачках друг с другом, нежели в внешнем конфликте. И именно это делает их интересными. Мы наблюдаем не за идеально слаженной боевой машиной, а за живыми несовершенными персонажами, похожими больше на сварливую семью, нежели на команду. И тут мы переходим ко второму пункту, который отличает Стражи от других команд. Это то, что перед нами вовсе не герои в классическом смысле. Они изначально выглядят как фрики, маргиналы и лузеры. В комиксах 2007-2008 года многие из членов команды уже представлены как полноценные герои. На фильмах Ганнах и видеоиграх мы видим совсем другое. Грут, Флора Колоссус, последний в своем роде, бесстрашный боец и лучший друг. Ракета, супергений и настоящий волшебник по части взрывчатки. Точно не енот. Гамора, приемная дочь Таноса. Самая опасная женщина в галактике, и этим все сказано. Дракс Разрушитель, серийный убийца и герой галактической войны. Бывает сварлив. Последний во всех смыслах, Питер Джейсон Квилл. И все? Их объединяют не высокие идеалы, а желание выжить и заработать. В первом фильме их главная цель – продать артефакты и разойтись. В игре 2021 года команда еще в зачатке. Они упоминают, что провели 14 миссий, но ясно, что эти вылазки далеко не геройского толка. Таким образом, Стражи — это не команда героев, а скорее группа антигероев, случайно оказавшихся на пути, который может сделать их лучше. Такой подход делает персонажей интереснее для зрителя и игрока. Мы видим, как они меняются, ошибаются, злятся, страдают и медленно растут. Герои вроде Супермена часто воспринимаются как слишком идеальные, почти абстрактные. В отличие от них, антигерои, вроде какого-нибудь Дэдпула или Карателя,
более человечны и непредсказуемы. За ними интереснее следить. То же самое работает и со стражами. Их негероичность – это основа драматургии. Третий пункт. Травмы персонажей. Да-да, тема не новая. Почти каждый супергеройский оригин начинается с личной трагедии. Возьмем Человека-паука, Железного Человека, Бэтмена или Сорвиголову. Все они стали героями после потери боли. Но в Страже Галактики травмы поданы иначе. У каждого из персонажей своя глубокая драма. Питер Квилл теряет мать, единственного близкого человека. Ракета – результат жестоких экспериментов. Его интеллект – следствие насилия, а не дар. Грут – последний представитель своей расы. Гамора выросла под гнетом приемного отца-тирана и презрения всей галактики из-за своего происхождения. Дракс потерял жену и дочь из-за Таноса. Эти травмы не делают их сильнее в классическом супергеройском смысле. Они не становятся лучше, не используют боль как топливо для геройства. Наоборот, они разбиты, застряли в своих переживаниях. Их травмы только мешают, ломают, усугубляют разлад внутри команды. Другие команды вроде Мстителей, Фантастической Четверки или Лиги Справедливости уже приняли свои травмы, умеют с ними жить и работают ради общей цели. А у Стражи этот путь только начинается. И это тоже делает их ближе к зрителю. Ведь в жизни мы тоже не всегда умеем справляться с эмоциональной болью. Мы только научились-то ходить к психотерапевтам, признавать травмы и разбираться в себе. Стражи честно показывают персонажей, которые пытаются жить с этой болью. Именно в этой непроработанности, в ощущении незажившей раны и кроется их человечность. Следующая важная особенность Стражей – это, конечно, юмор. Причем юмор особенный. Грязный, саркастичный, абсурдный и часто нарочито второсортный. В фильмах и в игре 21 года он почти везде. Еще нас не разоружили. Показывают, что не боятся. Проверенная тактика. Кататианские воины часто идут в бой, в чем мать родила. Стриптиза не нужно. Слушай, это могло бы отвлечь их внимание. Да, не то. Есть другие идеи. Спазм сможешь? Даже с пеной. И с судорогами? Да, могу изобразить. Ладно, как маякнут и в припадке на пол вались. Они тобой будут заниматься, а мы в один из коридоров дернем. А мне как быть? Ты проявишь героизм. Вспоминаем прошлый пункт о том, что персонажи Стражей травмированы, с тяжелым прошлым и нерешенными внутренними конфликтами. Их юмор – это способ справиться с болью, стрессом и одиночеством. Это не просто комедийный элемент, а защитный механизм, как у реальных людей, смех, когда не хочется плакать. Также юмор выступает инструментом сближения команды. Герои постоянно подкалывают друг друга, прощупывают границы, учатся быть рядом, пусть и через язвительные замечания. А еще юмор – это нарративный ритм. Юмор встраивается между тяжелыми сценами, создавая эффект американских горок. Ты только что видел сцену боли, а через секунду хохочешь над метафорой, которую не понял Дракс. Это не слом тона, а часть стиля. Такой ритм, напряжение, разрядка, снова напряжение делают повествование живым и эмоционально насыщенным. Юмор в Стражах – это не просто смех ради смеха. Это и способ выжить, и форма общения, и инструмент раскрытия характеров персонажей. Он грубый, странный, местами дурацкий, но в этом-то и суть. В мире, где все идет по одному месту, иногда лучше не спасать галактику серьезным лицом. Ну и, конечно, я просто не могу не выделить музыку. Пусть это и не ключевой сюжетный элемент, но она буквально делает все ярче. Музыка в Стражах, особенно в фильмах Джеймса Ганна, это не просто фон, а часть нарратива. Каждый трек здесь работает не для галочки, а чтобы дополнить и усилить эмоциональные сцены. Это не просто винтажный хит в нужный момент, а музыка, которая может раскрывать скрытый подтекст происходящего. Часто, если перевести текст песни, играющей во время ключевой сцены, становится понятно. Она зеркалит чувства героев или комментирует происходящее. Это придает сценам особую глубину и многослойность. Например, трек «Come and Get Your Love» в открывающей сцене фильма первой части сразу задает тон всему настроению, и ты сразу понимаешь, что сейчас будет происходить что-то максимально крутое. В игре 21 года есть интересная механика, где
музыка тоже играет большую роль. Это активация летучки, когда команда получает максимальный бонус в виде здоровья, усиления, быстрого восстановления обилок твоей команды. И помимо всего этого, очень крутой эффект создает как раз таки музыка, когда включается какой-то топовый трек легендарный, и команда просто разносит их в клочья, ты прям ощущаешь этот драйв всем телом. Музыка в Стражах — это соус, который соединяет все ингредиенты из фриковатости, юмора, драмы и космического безумия в одно цельное блюдо. Без нее не так вкусно, а благодаря ей все звучит и запоминается. Кстати, в фильмах это еще жанровая ретроспектива, от хитов 70-х в первом фильме до звуков 90-х в третьем. Также саундтрек — это еще хронология взросления Питера, зашитая в музыку. Он буквально проживает свое становление под музыку ушедших эпох. Ну и, конечно, треки хочется добавлять в плейлист после фильма или игры, чтобы переслушивать до посинения. И если собрать все, о чем я говорил выше, складывается довольно цельная картина. Фильмы и игры про Стражи Галактики — это действительно глубокий и самобытный тайтл, гораздо более многослойный, чем может показаться на первый взгляд. Лично для меня Стражи — одна из лучших команд в супергеройском медиапространстве. Джеймс Ганн сумел вдохнуть в них жизнь, сделать не просто адаптацию комиксов, а создать нечто новое. Он не перечеркнул оригинал, а наоборот дал ему новое измерение. Добавил иронии, боли, тепла и огромного количества человечности. Все то, что делает этих фриков такими близкими. Каждый из пунктов, которые я сегодня разобрал, от тематики травмы до роли музыки, делает Стражей не просто веселым космическим капустником, а историей, в которой хочется разбираться. И именно это отличает их от множества других команд. Они не герои, но именно поэтому нам так интересно наблюдать, как они ими становятся. На этом у меня все. Если было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну и пишите комменты, с какими моментами согласны и не согласны, а также делитесь своими мыслями о Стражах. Мне будет очень интересно почитать их. Всем пока!